Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал Лунное гадание на кофейной гуще. Сегодня рассмотрим чашечку на тему «Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает и кто на порог ступает». О самых скорых событиях вашей жизни, которые уже входят в вашу жизнь, что будет происходить, кто будет входить новый в вашу жизнь, к чему надо подготовиться, к кому надо подготовиться. Все о чем-то новом, входящем в вашу жизнь прямо сейчас пусть расскажет кофейная гуща. Вам, как всегда, заранее спасибо за вашу поддержку. Давайте начинать. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает и кто на порог вступает. Мои дорогие, у вас могут пошатнуться ваши вопросы веры. Вы во что-то можете потерять веру из-за какого-то барьера или некой задачи, которая перед вами стоит. Пошатнулась, вы здесь в горизонталь уходите. Не прямым костяком, а слегка наклонились. Какие-то ваши взгляды могут сейчас потерять значимость, меняться кардинально. Это все из-за вот некоторых вопросов, которых приходится решать, или из-за проблем, задач. Перемена в этой горе. Эта задача вас приведет к перемене вашей жизни по кораблю. Вы, возможно, захотите сделать остановку. Приостановка из-за необходимости пройти сейчас какую-то трансформацию. Новый вы внутри вас. Остановиться. Вот эти вот процессы, которые сейчас будут происходить, они требуют внешнего заторможения некого. Необходимо думать, вот сфокусироваться, сконцентрироваться на себе, на своих внутренних ощущениях. У вас пес рядом с горой, вам какой-то друг или ваша подруга будет жаловаться на некую проблему. Проблема может быть связана в доме. Вот в этой горе дом пририсовался с домом или с квартирой. Внутри что-то происходит. Так, еще дорога пририсовалась. Фокус. Так, по двойке это женщин и девушек касается, мои дорогие. У вас на долгий срок, это не дорога, это путь. На долгий срок, долгосрочное какое-то счастье, долгий счастливый путь ждет. Этот путь будет связан с вашим действием. У вас какой-то успешный будет период времени, полный счастья. Мои дорогие, здесь все, что касается женского начала, прорисовалось в этом районе или в этой сфере ждет счастье также. Вы будете действенны, вы будете продуктивны в этой области. Может быть, кто-то родит ребенка, может быть, кто-то воспитает ребенка, будет продолжать воспитывать ребенка, может быть, кто-то реализует себя как женщину в таком ключе изменения. Путь на долгий срок. Так, по событиям прошлого. Мужчина слегка в горизонталь ушел. Это либо болезнь какая-то мужчины, думает о женщине. Эта женщина либо далеко находится, либо вспоминает о женщине. Должен был быть какой-то телефонный разговор. И разговор о том, что я позвонить должен. Трубка телефона с правой стороны прорисовалась на будущую сторону. Этот мужчина вот по девятке должен быть уже выздоровевшим. То есть девятка должна дать какой-то результат вот этого горизонтального положения. Или, например, выйти с больничного, или выздороветь официально, или встать вот из этого горизонтального положения по девяточке. Вы на горы смотрите. Знаете, у вас может быть ощущение, что в профессиональной деятельности в прошлом какой-то застой или ощущение, что пора что-то менять. Вот что здесь, из-за навалившихся задач у вас может быть внутри ощущение необходимости перемен или перемены вашего отношения к вопросу рассматриваемому. Вот этот отсек касается профессиональной деятельности. Этот сценарий касается ваших духовных или религиозных или принципиальных каких-то взглядов на жизнь в целом, на мир. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Что дверь открывает? Что и кто на ваш порог вступает? Так. Дело касается либо юридической области, либо какого-то проекта вашего. Но здесь вы будете очень хитро применять закон. Примените закон под себя или для себя. Хитрое отношение к закону, к чему-то законодательному. Здесь человек на официальном деловом уровне. Разговор с такого рода человеком. Успешно примените. Вдвоем как будто бы действуете или с кем-то консультируетесь. Но здесь буква закона важна или область
юридическое, законотворческое некое. Так. Еще раз. Дело касается вашей работы. Вот какая-то перемена ждет по сапожку. Так, фокус, вернись. Какая-то перемена ждет по сапожку, и эта область у вас каким-то образом сейчас подсветится. Какие-то значимые стороны откроются, или информация вскроется насчет работы, насчет места работы. У вас может быть переход на новую должность или смена места работы. Вот по этому сценарию. Что-то здесь выгибается. В успешную для вас сторону должна быть. Выгибается. Еще одна пятерка. Перемена или смена должности, смена направления здесь, вот по этому углу происходит. Вы будете делать то, что должны, и вам кто-то, знаете, говорит: ты должен, ты должна это делать. От этого обязательства или от этой ответственности не уйдешь. И по семерке должна быть какая-то работа, вот ваши примененные в эту сторону усилия. У вас ваши возможности будут сейчас меняться. Перемена в сфере ваших возможностей или перестановка ваших возможностей. Здесь что-то может ограничиваться, а что-то новое, другое открываться с другой стороны. Ограничительный знак и смена. Дело касается ваших внутренних качеств. То, что вы могли, сейчас будет меняться. Новые какие-то, может быть, скиллы получите. Так. Мои дорогие, вы в самом ближайшем будущем получите приятное, какое-то животрепещущее известие. Дело касается либо отношений, либо вашей семьи. Здесь может быть новость о беременности или о создании семьи по лилии. Какая-то она очень яркая, но в то же самое время о чем-то маленьком. То есть обычно вот с такими эмоциями по такому рисунку сообщают о беременности или что-то о детях, например. Здесь вы себя опять ограничиваете. Сужение, стрелка внутрь пошла. Смотрите, вы не позволяете себе выйти за рамки какого-то дозволенного. Ограничения себя. Вы можете не позволять себе говорить то, что хотите на самом деле, не позволять себе делать, что на самом деле хотите. Крест ставите и ограничения внутрь себя. Ощущение внутри, что я должен сузить что-то, сократить что-то. Вот из огромного потока в маленький, в узкий переходите. Дело опять касается ваших внутренних эмоций. Смотрите, вы можете запретить себе испытывать гордость или подавление какой-то обиды. Несете на себе эмоции по рыбке. Прогнулись слегка, это обида может быть. С вашей стороны отсутствие гордости. Или плюнуть на собственную гордость. Забыть какую-то обиду. Или не обращать внимания скорее на то, что может вас задевать. Дело касается вас и второго человека. Вы здесь можете быть одним по полу с этим человеком, например, 2 женщины или 2 мужчины. Так. Вы со вторым человеком. Вот какая-то ситуация. Здесь вы на чем-то можете не сойтись. Собака перевернутая прорисовалась. Это либо супружеская какая-то ссора или спор. Здесь вы чем-то объединены. У вас рыбий хвост. Или спор, или ссора из-за некого договора. То есть то, что вы пообещали, сейчас кто-то, может быть, не захочет выполнять. Или условия выполнения не совсем могут понравиться. Спор, дискуссия скорее. Вот либо между людьми, которые объединены договором каким-то или брачными узами, либо из-за договора. Спор, дискуссия, выяснение каких-то параметров этого вопроса. Дело касается либо ситуации на работе, либо ситуации дома. Но что-то должно быть касаемо имущественных вопросов и вопросов хозяйства какого-то. Сейчас будет попытка исправить ситуацию, успешная. Исправить ситуацию дома, либо на работе. Дело касается крыши. Вот что-то хозяйственное происходит. И дом прорисовался, и сапожок прорисовался. Мои дорогие девушки и женщины. Мужчина со знаком кармы. Девушки и женщины по двойке сейчас могут встретить в самом ближайшем будущем. Половник перевернут, всего хватает. Мужчину, в прямом смысле, кармически предначертанного. Здесь мужчина встречается, мужчина на пути стоит.
девушка очень много думала или говорила об этом мужчине, или женщина. Мужчина на пути, кармический или судьбоносный какой-то мужчина. Так, смотрите. Кто-то за вашей спиной может вас обсуждать, двое людей. Вы на каком-то этапе получаете весточку об этой сплетне. У вас говорят не совсем хорошо. В сапожок уходит дорога. Могут либо с работы люди не очень хорошо о вас отзываться, но они здесь должны вдвоем сплетничать. Раз и два. И знаете, эти люди острый на язык. Оба или обе косой прорисовались. Вы на это вообще не обращаете внимания, или вы об этом вообще не знаете. Знаете, вас ждет какой-то новый либо договор, либо контракт, вы колечко несете в себе. Но о вас говорят не с самой положительной точки зрения. И вам эта сплетня доносится. Содержание такого разговора. Так, еще гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог вступает, кто и что. Вы с кем-то вместе пойдете и разойдетесь. Вот общая дорога, которая в конце концов вас в одну сторону выводит, а второго человека в другую сторону. Может быть, кто-то вас проводит и разойдетесь в конце концов. Так, вам могут задержать сообщение, или вы можете со своей стороны сообщение забыть отправить. Вот здесь попытка отправить. Например, с работы сообщение взяли и забыли отправить. Здесь сообщение, которое не дойдет, или известие, которое не дошло, не достигло адресата, так скажу. У вас будут в самом ближайшем будущем новые контакты. И здесь логика: чем больше контактов или чем больше людей вокруг, или чем больше ваша популярность, на вас люди смотрят и общение происходит, тем больше доход. Популярность несет деньги, или новые контакты несут деньги. Правильно так сказать. У вас кто-то, кто постарше, шапка в виде лилии, это могут быть, опять же, старшие родственники, могут приболеть, или жаловаться на здоровье, или кашлять. Изо рта вот паром выходит что-то. Либо ваш начальник, либо человек, который старше вас по званию на работе, опять же, с работой связан с вами. Вот здесь ведущая позиция или старшая какая-то позиция надломлена или испорчена, мышь грызет, или искусана. Вот чем-то вам эта позиция конкретно не понравится, или поведение этого человека, стоящего на этой позиции, не понравится. Что-то испорчено на этой позиции. Или никто не хочет, например, вставать на эту должность. В таком ключе что-то происходит. У вас рок изобилия, тянетесь к нему. Какой-то очень изобильный период или очень щедрый подарок. Обычно рок изобилия с материальными вещами связан. Получаете какой-то, не знаю, пакет продуктов, например, или подарок, в котором есть все, что вы хотели. Половник переворачиваете, мне показываете. Мои дорогие, вот такая чашечка на сегодня прорисовалась. Я вам, как всегда, желаю. Пусть весь негатив озвученный останется только в этой кофейной гуще. А в вашей жизни сегодня и всегда пройдут только самые положительные, самые добрые, самые благополучные перемены и события. Всем чудесного дня, всем до встречи и пока-пока.